Всем привет, друзья! Сегодняшнее видео будет тест строительных материалов, то есть полистиролбетона и газобетона на огнеупорность. Есть у меня вот такая вот походный баллон с пропаном. Буду на него ставить вот так вот решеточку импровизированную. Сейчас мастерская у меня занята, поэтому на улице этот тест делаю, потому что во время горения пенопласт выделяет вредные вещества, поэтому на улице этим тестом можно заниматься. Буду поджигать, буду ставить образцы, смотреть, что с ними будет происходить. Буду ручным термометром замерять температуру, сколько получается. И потом, после всех тестов, уже покажу, как разрушился материал изнутри. Посмотрим, что из него останется. Все образцы у меня напилены на ровную ширину, 5 сантиметров. Разместила их на решетке ровно по центру горелки, чтобы все были в равных условиях. Значит, в первом тесте будет газобетон D300, D400, полистиролбетон D400 без песка и D400 с песком. То есть тут 330 килограмм 500 цемента, 1 к 1 по массе, 1 к 1 по объему, точнее, с песком. Будем смотреть, кто из них как будет прогреваться и как разрушаться. Также следующие 4 образца будем полить после этого. Это D550. Тут примерно 1/3 песка по отношению к цементу. Блок с жидким мылом на фейре, блок с дробленкой и блок с СДО. Эти все 3 блока 1 к 1 с песком на 400 цементе. Так, подожгли грелку. Температура 23,5, 23,2, 21,9, 24. Смотрим, как будет меняться. Чуть-чуть, наверное, добавлю огоньку. Уже жарить так жарить. Ближе к центру, конечно, температура меняется уже у всех блоков. По центру пока одинаковая. Так, ну что, минут 10 уже прошло. Думаю, достаточно. Так, воняет. Видите, вот пенопласт горит снизу, валит дым, воняет паленым пластиком. Так, по температуре так, ну достаточно. Короче, тушим. Так, ну, разбираем, смотрим. Не горячий, в принципе, угол, где я взял. Так, в той же последовательности и сложу. Значит, D400 с песком. Так вот. И газобетон. D400 и D300. Так, во время горения чуть-чуть обсыпался цемент с полистиролбетона. С газобетона не видно никаких разрушений. Блок, единственное, я вижу, что он треснул. Потрескался, да, во многих местах. Не знаю, камера передаст. Ну, передаст, да. Вот мелкие трещинки по газобетону пошли. D400 то же самое, потрескался. Ну и тут тоже трещины. Трещины большие. Это без песка. С песком трещинки есть маленькие, да. Примерно как у газобетона. Трещинки у состава с песком. Так, посмотрим, насколько выгорело в глубину пенопласт.
Ну вот, можно сказать. Вот. То есть 5 сантиметров этот образец. Пенопласт выгорел где-то сантиметр. Сантиметр пенопласта выгорел, остальной пенопласт тут, пожалуйста. То есть в стене пенопласт выгорает максимум на сантиметр-полтора. Остальному пенопласту все равно. По прочности я разницу не вижу в блоке. Так, что тут? Не колется. Смотрим. Ну, то же самое. Вот был очаг самой горения. То есть смотрим. Тут даже, мне кажется, меньше выгорело пенопласта, чем в этом блоке. Тут без песка, тут с песком. За счет песка, наверное, больше, что ли, сохраняется пенопласт. Так, что у нас здесь? Так, горячий. Газобетон еще горячий. Странно, а тут я могу держать рукой. То есть это уже остыло, а газобетончик горячий. Так. Ну, каких-то изменений газобетон во время пожара, во время горения под огнем не испытывает, кроме того, как он растрескался. Д300 тоже тепленький. Вот так вот откалывается, по трещинам откалывается газобетон. То есть он какие-то структурные изменения, наверное, испытывает во время пожара. Вот. Но в полистирол-бетоне больше, конечно, изменений, потому что тут выгорает пенопласт. Конечно, самое главное во время горения – это испарение. Испарение пенопласта очень вредное. В принципе, во время пожара, наверное, любое испарение, чего бы там ни горело в доме, будет вызывать очень сильное отравление химическое, поэтому мой вам совет: во время пожара дома не находитесь. Плохая шутка, конечно. Лучше пожар, чтобы нигде вас не застал. Так, ну в принципе по этому тесту все наглядно видно. Поэтому не вижу смысла, допустим, те 4 кусочка так же самое поджигать. Они покажут в принципе те же самые результаты. То есть мы видим, что с песком состав полистирол-бетона выгорает немного меньше. Без песка выгорает немного больше. Поэтому там у меня в принципе все образцы абсолютно с песком. Поэтому все они будут примерно вот такого вида. Поэтому сейчас я, наверное, знаете, что сделаю? Возьму оставшиеся блоки, оболью бензином. Как говорится, гулять так гулять. Подожгу их и посмотрим на самозатухание этих строительных материалов. 2 свеженьких взял полистирол-бетона с СДО с дробленкой. И те же самые газобетон и полистирол-бетон, что только что испытывали. Вот у меня бензинчика чуть-чуть есть. Сейчас оболью и подожгу. Ну да, я же забыл, что бензин агрессивен для пенопласта, поэтому весь пенопласт растворился в бензине. Ну ладно, тем не менее. Так, ну газобетон практически уже потух.
Полистирол-бетон еще немного горит. Так, что это у нас? Блок с дробленкой. Больше всего горит почему-то. Ну, не знаю, может больше всего бензина напитало, наверное. Все, хватит. Вот так вот, примерно наполовину. Там, где просто еще бензин хорошо пропитал середину блока. И шарики уже растворились от бензина. Но именно от горения, ну вот опять, ну грубо сантиметр шариков выгорело. И дальше уже белые шарики. Это блок без песка. Что у нас с песком? Ага, ну с песком, да, совсем другая история. С песком вообще буквально чуть-чуть, полсантиметра и уже шарики. Вот сами видите, да? То есть с песком выгорает пенопласт намного меньше в полистирол-бетоне. Газобетон. Да, газобетон страдает во время пожара намного меньше. Во время пожара газобетон действительно более надежный материал, судя по этому тесту. Так, дробленка, которая больше всего горела, посмотрим. Да, дробленка выгорела больше. Дробленка выгорела больше. Сантиметра полтора глубина. На сантиметра полтора шарики, точнее не шарики, а дробленый пенопласт выгорел. Так, ну вот такой вот тест, ребятки, получился на огнеупорность. Видим мы, конечно, что пенопласт в любом случае во время пожара, верхние его слои, которые напрямую контактируют с огнем, они выгорают. В толще стены они сохраняются. То есть внешне, конечно, стена не сильно изменяется за счет того, что остается ячеистая структура бетона, но сам пенопласт выгорает, соответственно, выделяет отравляющие вещества во время пожара. Газобетон, скажем так, с огнем дружит лучше. Вот такой вот тест получился, друзья. Спасибо за просмотр. Всем мирного неба, хорошего дня. До новых встреч. Пока.